Здорово, народ! У нас выпуск про Honda Insight уже был когда-то давным-давно, года 4 примерно назад, ну, как, по крайней мере, мне помнится. Но в любом случае мне захотелось его сделать еще раз, потому что некоторые моменты тогда в таком быстром обзоре мы вообще не рассказали. Мы не учли каких-то тех нюансов, про которые сейчас я частенько говорю. Да и вообще в комментариях под выпуском про Fit Shuttle, а это автомобиль примерно аналогичный, только технически аналогичный, но в другом кузове, было очень много просьб сделать выпуск обновленный про Honda Insight. Honda Insight второго поколения у нас будет в выпуске, третье поколение еще толком не привозят, потому что оно началось в 2018 году, и они, по сути, еще только-только начинают быть нормально проходными. То есть это поколение Insight закончилось в 2014 году, потом, как вы поняли, был перерыв. Очень важно сказать, что это автомобили недорогие, хотя и не старые. Если сравнивать по цене с приусами, конечно же, хондовские гибриды намного дешевле. А на самом деле совершенно не хуже. Расход примерно тот же самый получается. Не говорю про Prius Alpha большой. Кстати, кто не видел, у меня есть выпуски и про обычный Prius 30, и про Prius Alpha. Ссылки будут в описании. Переходите, гляньте, посмотрите. Обязательно подробные, хорошие выпуски такие. В то же время Honda так постаралась сделать, чтобы машины, несмотря на то, что они гибридные, вроде бы такие технологичные, продвинутые, но были все равно достаточно простые в ремонте, достаточно простые в эксплуатации. Если мы привозим 2009 года, то есть, по сути, начало, да, то есть до рестайлинг, с пробегом 120-150 тысяч километров, примерно так, он будет стоить всего лишь 570 тысяч. Если мы берем 14, ну, там уже начало 15 года, и с маленьким пробегом 30-50 тысяч, то уже, да, почти 800-780 тысяч рублей. С учетом комиссии и доставки во Владивосток. Так что, если я кого-то уже заинтересовал ценами, как по мне, вполне себе адекватные ценники, особенно на сегодняшний момент, полезная ссылка будет в описании. Машина, конечно, построена на базе фита, и это чувствуется на все 100%. Эдакий удлиненный фит. Кстати, и мотор, в принципе, тоже тот же самый фитовский с 8 свечками, которые многие не любят. Единственное, что свечки теперь сделали иридиевые, по 1000 рублей штучка. Вот так, без шуток, да, ребят. Кстати, в этом плане есть плюс у рестайлинговых версий, которые маленько попозже появились, после 2011 года. У них появилась версия с 1,5-литровым двигателем, в которых свечки 4. И едет он чуть-чуть подинамичнее, ну прям вот на вот такую вот пупусечку он подинамичнее едет. Вы этого точно не почувствуете, но 4 свечки почувствуете точно. Это я вам прям с уверенностью говорю. Говорят, что гибриды, особенно хондовские гибриды, не особенно любят трассу. То есть, если я вот, допустим, набираю скорость, кстати, шумоизоляция тоже, я бы сказал, у Приуса маленько потише все, конечно, звучит. После 100 у нас машина уже не так набирает, как до 100. Так скажем, чувствуется, что маленький объем мотора, и, конечно, 1,5-литровый, возможно, был бы лучше. Даже когда он показывает, что вы едете на электротяге, вроде бы, мотор на самом деле все равно запущен. Электродвигатель продолжает крутить бензиновый мотор без поступления в него бензина, понимаете? То есть обороты все равно поддерживаются. Да, действительно, машина чисто на электричестве ехать не может, да. Тут даже само по себе в названии это кроется, да. То есть встроенный помощник для двигателя. То есть электромотор, он не заменяет бензиновый двигатель, он помогает ему. То есть вот конкретно мотор, электродвигатель, вариатор. Гибрид, но чуть-чуть упрощенный вариант. Хотя, естественно, на такой машине тоже можно добиться хорошего такого низкого расхода. Тем более вариатор вполне себе позволяет ехать неторопливо, аккуратненько, то есть дозировать. Для езды на хондовских гибридах, если почитать на форумах, есть даже прям методики, как надо правильно разгоняться. То есть надо резко разогнаться, потом отпустить педаль газа, чтобы
Ну, в общем, почитайте, у них прям методики есть целые, как добиться совсем маленького расхода, там литров 4, допустим. Ну, в принципе, наверняка получается, если постараться. То есть режим дедушки всегда выручает. Многие на нем более смело ездят, чем на приусах, например. То есть вот эту машину приобрел мой друг, между прочим, сам скопил денежки, без мам, пап, кредитов и рекламы ставок с казино, да, все сам купил. И, соответственно, он на ней возит свой летательный аппарат без проблем, ничего плохо никому не становится. Ну-ка. Ой, какая светленькая, хорошая. Кстати, жидкость вариатор специально хондовская, между прочим, не дешевая, но это так, мелкий такой нюанс, я вам скажу. Honda, кстати, все компоненты вот этой своей гибридной системы делает сама. Единственное, только батарейку заказывает там у сторонней фирмы. Батарейка, кстати, никель-металл гидридная. Вот многие пишут в комментариях, что литий-ионные, которые, вот, например, на Prius Альфа ставятся в 7-местной версии, это типа так себе батарейки. Ну вот в Honda Insight обычная никель-металл гидридная батарейка. Стоит весомо дешевле, чем приусовская. Ну там 1000 на 30, наверное, где-то дешевле. Ну и выходят из строя они намного реже, чем приусовские. Возможно, предположу, что у Honda получше организовано охлаждение, но это все мои догадки. В случае, если совсем какая-то случилась неисправность с электромотором, либо с батареей, например, да, то есть батарея все отключилась, мы спокойно доберемся до дому, до места ремонта на бензиновом моторе. Вы запуститесь и доедете куда-то чисто даже на бензинке. Кстати, я находил информацию в интернете, что можно перебрать батарею на приусовских элементах, то есть убрать хондовские, а поставить приусовские элементы. И все работает, прикиньте. И кроме того, будет двигаться такая тема, что хотят переделать на литий-титанат. То есть зимой будет просто идеально, будет запускаться в любой мороз, будет все работать замечательно и самое главное ресурс. Ресурс батареи вырастет просто до каких-то космических значений. В интерьере, по сути, ничего особенного отмечать не хочу. Нравится только то, что приборка в положенном месте, а не посередине, как у приусов. Соответственно, мне это сразу нравится больше. К тому же еще приборка такая двухслойная, понимаете, то есть у нее сверху, ну елки, ух, не могу прям вот с этими всякими магнитолками-то. То есть сверху у нас спидометр, да, цифровой, калькуляторный, с синенькой подсветочкой, снизу тахометр. Ой, ну Honda, не может, да, маленько так под спортивность какую-нибудь придать, даже такой, по сути, обыкновенной машине. По сути, что у нас это, под телефон? Нет, уже современные телефоны не лезут. Прикольный, конечно, бардак. Удобно расположены подстаканники перед рукояткой, да, я иронизирую, потому что ни хрена не удобно. Задние двери, конечно, бесят жестко, я понимаю, что форма, так скажем, продиктована аэродинамикой, они добились очень низенького там коэффициента аэродинамического сопротивления, и выглядит он куда приятнее, красивее, чем пузатый Prius, да, пухлый такой. Ну, согласитесь, вот это более молодежно смотрится, но, понимаете, садиться туда-назад, прям вообще не по кайфу, серьезно. То есть все уже, даже при моем росте, чисто японском, требуется изящество такое, изгибы тела, чтобы проникнуть на заднее сиденье. Понятно, в Prius ты просто падаешь, так заваливаешься, что сзади, что спереди, заходишь. А этот такой приплюснутый, конечно, но зато вот он мне внешне нравится больше, поэтому. Из-за приплюснутой формы багажник, конечно, страдает определенно тоже, да. Особенно если учесть, что трансформации салона нет никаких, только можно положить вперед спинки. Вот, кстати, яркий пример того, что запаску приходится просто класть в багажник. Естественно, она изначально не была предусмотрена. Там же батарейка, естественно. Учесть, если по полу до спинок, ровно 80, я бы сказал. Из-за того, что приплюснутая, да, машина, несмотря на то, что она опять же лифтбэк, то есть открывается вместе с задним стеклом, это нам особо ничего не помогает. Смотрите, ширина проема, так скажем, 89, то есть если вот чисто по пластику смотреть, да. Вот. А самое главное, что высота, то есть вот полезная высота, так скажем, всего лишь 42. То есть, понимаете, да, то есть
габаритный какой-то груз, чисто даже проем не позволит погрузить. В целом машина 4,4, примерно там 4,5 метров длиной. Но вот универсалом реально не назвать. То есть если мы хотим хондовский гибрид, именно чтобы он был вместительным, таким семейным автомобилем, то это все-таки скорее Fit Shuttle, действительно, потому что там и машина крупнее, и багажник весомо крупнее. При разложенных спинках до передних рядов сидений, ну, уже более-менее неплохой размер. Ну, округлим до 1,70 м, да, допустим. Ну, опять же, смотря как подвинутся передние сиденья. То есть в целом уже неплохо. Fit Shuttle все-таки будет практичнее благодаря более удобному входу в багажник, проему, более высокому профилю. Да. Помните, кто-то говорил, как надо выбирать машину, если вот эта ручечка плавненько, ну то есть ты опускаешь, и она плавненько поднимается, значит хорошая тачка, надо брать. Плавненько? Надо брать. Чик. После ролика про Fit Shuttle многие в комментариях писали, типа, зачем отключать систему iStop, меня она совсем не раздражает и прочее. Ребят, я абсолютно с вами согласен, если вы покупаете себе такую машину, это дело ваше, что вам нравится, тем и пользуйтесь. Это я свое мнение лично выражаю в выпуске, да, то есть мне системы iStop в принципе не нравятся. То есть я вот эту тему не очень люблю. И мне там писали, что, конечно же, ее можно отключить, там, убрать вот этот эко-режим или в режиме S все время ездить. Но, во-первых, это бред все время ездить, по сути, получается, на более повышенных оборотах, да, то есть на S. Мы же тут говорим вообще-то об экономичной машине, зачем я буду себя лишать этой самой экономичности, да. Ну да, говорили, что зимой она не работает, но зимой, с другой стороны, зимой понятно, ни у одной машины iStop не работает. Но где, вот просто вы мне объясните, там есть, говорят, кнопка, где отключить эту систему. Я вот не вижу, вот в упор ее не вижу. Нету такой кнопки, вот прям отключить iStop. По крайней мере, у Insight 100% ее нету. И, скорее всего, если кому-то эта система не нравится, придется отключать фишку от педали тормоза, чтобы ее убрать. В том старом выпуске про Insight я помню говорил, типа, зачем вот эта стекляшка на крышке багажника, еще одна дополнительная снизу. Вот сейчас я понимаю, что из-за профиля автомобиля, из-за вот такого приплюснуто обтекаемого, если бы не было этой стекляшки, мне было бы неудобно, во-первых, смотреть в зеркало заднего вида, то есть мне был бы хуже обзор, потому что верхняя часть стекляшки, ну вот, которая непосредственно вот сверху крышки багажника, она вообще, в ней толком ничего не видно. А вот нижняя часть, она прям нужна. Однозначно более молодежный, чем те же приусы. Как вот они им не делают какие-то злые японские морды, в любом случае Prius все равно, и вообще гибриды от Toyota, они все равно воспринимаются как-то более взросло, что ли. Здесь мой автомобиль определенно более молодежный. Ты в такой тачке больше нравишься девчонкам, я так считаю. Видел в интернете плохие отзывы про свет, ну, про свет передней оптики. Любители китайского ксенона больше придираются, но в случае с Insight здесь нужно знать, что он существует в леворульной версии, и можно спокойно купить леворульные фары, и тогда те, кто не любит правый руль, не будут гундеть, что вы будто бы слепите встречку. В общем, ребят, обязательно пишите комментарии. Про такую массовую машину почитать интересно. Я считаю, что главный ее плюс — это то, что они стоят относительно недорого. Ну, серьезно, ну, согласитесь, действительно машина очень доступная. Ну, подписывайтесь на канал и всем пока.